Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз. Судьбоносный ноябрь 2024. Возможно, все. И правда, такой планетарный период, когда и большая ретроградность, и именно в ноябре у нас словно уплотняется пространство, и сразу в течение одного месяца у нас происходит много транзитов, которые в целом обуславливают, могут, по крайней мере, даже картину мира. Безусловно, с 19 по 20 планета Плутон перейдет окончательно в знак зодиака Водолей. Но это тот период, который нам дается, может быть, с чем-то разобраться. Кроме того, у нас еще и 15-го будет очень важное полнолуние в знаке зодиака Телец. И Луна будет в сложном соединении с планетой Уран. И хоть Уран связывают с планетой, пониманием планеты-разрушитель, поверьте, ничего Уран не разрушает. Скорее, он нам дает возможность окончательно с чем-то либо определиться, либо избавиться от того, что для нас словно груз и не служит нашему продвижению или прогрессу. Конечно, энергии самые разные. И где-то и астрология человечества как раз связывает ноябрь с тем, поскольку это все происходит в знаке зодиака Телец. А Телец – это у нас, как известно, символ благополучия, деньги. И поэтому изменения на фондовых рынках, изменения валютной ситуации, сам по себе мироустройство, миропорядок. И поскольку у нас еще Козерог присутствует по 19 ноября, а Козерог – это символ власти, поэтому здесь могут быть словно игры сильных мира сего. Но, скорее всего, мы в этот период с вами ничего не узнаем, но какие-то как борьба приоритетов, она таки может быть. Даже как будто планетарно. Нравится это нам или нет, нам в последующем придется с вами организовывать. С учетом этого порядка жизни, себя к чему-то адаптировать, и это я не исключаю. Уран пробудет еще в знаке зодиака Телец долго, но ретро-движение будет продолжаться до конца января, поэтому что-то будет развиваться постепенно. И если мы в целом говорим о вашей стихии воздуха или, к примеру, стихия огня, то вам как раз в этот период, с одной стороны, Юпитер в Близнецах, ваша планета-управитель, но он тоже в ретро-движении. Но если бы он был в прямом движении, мы бы были, знаете, более самонадеянны. А это такой период, который требует осторожности. Поэтому вот как раз ретро-Юпитер дает нам возможность сначала остановиться и оглянуться. Может быть, сделать необходимую паузу. Но великий бонус, я бы сказала, Марс в знаке зодиака, Лев, мои дорогие. И это сила, энергии и предприимчивости, оптимизма. Ну вот, наверное, как вы сами, мои дорогие стрельцы. И вот эта энергия, она будет с 4 ноября по 11 декабря, с заходом на декабрь. И это означает, что кто-то из вас наберется смелости и что-то предпримет. Или проявит себя наконец. А для кого-то это может означать престижное предложение. Но не всегда прогнозы Таро совпадают с гороскопами и наоборот. Поэтому давайте будем реалистами с одной стороны. Но я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки у вас все же будут. Первые 3 карты. События ближайшего будущего. У нас сегодня 2 колоды Таро. И обе прорисовал Чиро Маркетти. Мне очень нравятся его работы. И если события ближайшего будущего, то теперь 3 карты. События отдаленного будущего. Ну, как так получилось, что 2 достала. Хорошо. Вторая колода Таро снов. В чем риск? Давайте достанем такую карту. В чем же риск в этот период для вас, как видят карты? От чего вы откажетесь? Сами. Достанем карту, что скрыто. Возможно, чему-то мы не придаем значения, а вот здесь углубиться, возможно, придется. Что вам помогает? И последнюю карту достанем как итог или карта совет. Что же за события ближайшего будущего? Ну, тут прямо как все по закону, как по системе иерархии. По этой карте Верховный Жрец – это, с одной стороны, все идет своим чередом, карта надежности. Для кого-то из вас она говорит о том, что у вас будут важные согласования. Может быть, по этой карте
будут согласования важные, которые касаются вашей личной жизни. Для кого-то и этот момент будет очень важен, потому что иногда вплоть до бракосочетания, венчания проходит по этой карте. Ну или если была какая-то прежняя история, даже со знаком минус, или у кого-то из вас вопросы, связанные с судами, проходят, больше ясности и понимания по вашей теме вы можете прояснить или дополнить. Принять во внимание, что мы уважаем, безусловно, систему иерархии и власть. Мы не идем, не плывем против течения. Наоборот, мы себя укрепляем, делая что-то по закону или узнавая, как правильно ваши намерения или цель должны согласовываться с законами, может быть, подзаконными актами, какими-то положениями. Здесь нельзя что-то сделать наобум. Все имеет причину и следствие. Но вот, к примеру, конкретно, если вы принадлежите к преподавательскому составу, вы можете в этот период действительно получить высокую должность. По этой карте это могут быть вопросы, связанные с домом, с поездкой, либо переездом, обустройством, оформлениями. Но и иерофант нищий у нас не бывает, прямо скажем, поэтому и вопросы финансов. Старший аркан. Тут будут на вас влиять какие-то обстоятельства. Придется договариваться, двойка пентаклей. И нам изображен буквально жонглер, который жонглирует двумя пентаклями. Может быть, карта, кстати, говорит о том, что не трать деньги. Будет где-то так, ну, немножко прижимистым. И когда выпадает эта карта, мои дорогие стрельцы, уже по опыту, как будто будут другие вопросы, нежели вам в этот период, мы смотрим ближайшее будущее, ориентировочно начало ноября, когда вам самим вообще захочется что-то приобретать, по крайней мере, что-то крупное. Нам карта говорит, ты обойдешься двумя пентаклями. Ну, понятно, это аллегорически, но как будто и темы-то будут важны другие. Денег хватит, но это не время для вложений или для того, чтобы вы подписали, к примеру, какой-то договор, не продумав его, потому что обязательства, которые вам, может быть, кто-то будет предлагать или как помощь вы кому-то захотите, но это обязательство в конечном итоге у вас может обернуться, когда именно вы можете столкнуться с такой историей, что какую-то сумму денег будете вы возвращать. Поэтому карта говорит, нет, будь все-таки как жонглер, где-то ни да, ни нет. Может быть, между. Может быть, есть такой период или какая-то тема в вашей жизни, когда вы сами не видите, какой нужно ответ дать. Тогда займите нейтральную позицию. По этой карте, кстати, легкость на подъем. И рассмотри любые варианты, к примеру, нового заработка, обучения. Буквально, если кто-то предлагает совершить поездку, не отказывайся. Пробуй все новое. И есть и такое значение. Пробуй, пока не получится, либо не надоест. Поэтому где-то примите во внимание эти энергии. Давайте, да, тут с чем-то вы и будете определяться. Но, видимо, словно могущественная сила, первая карта Иерофант ведет вас дорогой судьбы. И король Пентаклей – это тот, который себе не вредит. Кстати, энергетика близка к верховному жрецу. Король Пентаклей – великий консерватор. Может быть, это вы укрепляете собственные позиции. Для кого-то все же это статусная карта. Смена статуса может происходить вот с учетом этих двух карт. Где-то будьте лояльны, будьте гибче, потому что с королем Пентаклей, если мы про консерватизм, который, несомненно, помогает в сложный период жизни, то здесь тут полный порядок. А вот с вдохновением у него так немножко сложновато. Но, может быть, время такое. Посмотрите, две пентаклевые карты. Быть реалистом. Да и верховный жрец. Хоть это прообраз великого учителя. И к вам могут обращаться за советом, за поддержкой. Но и вы также можете к кому-то обратиться. Но доверяем тому, что есть в нашей реальной жизни. У кого-то может проиграться конкретный человек, может быть и ваш партнер, ваш знакомый, или важный человек вообще, в принципе, в вашей жизни, кто-то из родственников, и есть взаимодействие. Или это руководитель, к примеру, или, если мы говорим о гороскопах, это надежная энергетика, по которой проходят люди, рожденные под стихией Земли, Телец, Дева, Козерог. Или, может быть, человек имеет там асцендент, и асцендент, вот эти энергии, в нем проигрываются наиболее активно. Может быть, и у вас самих. Я такое тоже могу
предположить, и значит, вы будете что-то планировать на будущее, исходя из того, что вы попробуете новое. Но это пока словно проба пера, или вы словно примеряете на себя какой-то образ, или какую-либо работу, или чье-либо предложение, пытаетесь сориентироваться, насколько я буду в этом устойчив, насколько мне это понравится, насколько долго я смогу это продолжать. Но пока еще, может быть, и есть какие-то вердикты, но мы их, по крайней мере, не озвучиваем. Если это не есть какая-то история, которая уже началась прежде. Давайте посмотрим события отдаленного будущего. Рыцарь мечей всегда есть такое значение, оно наиболее емкое, бунтарь без причины. И вы можете столкнуться с людьми, которые спорят с вами. Это могут быть, кстати, какие-то и проверяющие. Это тот человек или персонаж, который настроен на негатив, и он вдруг в нашей жизни внезапно появляется. Поэтому каким бы образом, вот если месяц все-таки это большой срок, но, значит, могут быть вокруг вас такие энергии, которые вам пытаются что-то доказать или склонить на свою сторону. И вам быть нужно вот этим верховным жрецом. Будьте мудрыми, мои дорогие стрельцы. Рыцарь мечей в положительном смысле проигрывается правда и ничего, кроме правды. И поэтому, если вы слышите какую-то новость, перепроверяйте. И если вам, а по этой карте может быть такое, что нам преподносят информацию, но она идет с эмоциональным окрашиванием человека, как он это видит. А если мы так немножко покопаемся, найдем дополнительную информацию или несколько расширим этот вопрос, мы увидим совершенно другую картину. Поэтому доверяй тому, что видишь, доверяй тому, что ты перепроверил, где-то доверяй, но проверяй. И не откликайся, если тебя кто-то вызывает словно на конфликт. Такое может быть. И собой, безусловно, не рискуй. Потому что если мы говорим, кто-то из вас может даже занимать высокую должность, или вы человек ответственный за какой-то отрезок работы, участок или даже коллектив, пусть в этом коллективе 1, 2, 3 человека. Но, значит, как бы отвечать вам, и поэтому, знаете, все точки над «и» где-то перепроверить, может быть, и цифры у кого-то и так. Или если речь идет о составлении, к примеру, какого-то важного отчета, который потом, или важного документа, который будет олицетворять ваши знания, вот у кого-то и так может получиться, то тогда более скрупулезно подойти к какому-то вопросу или к тому, что для вас, мои дорогие стрельцы, важно. И посмотрите, и никаких эмоций. Отдаленное будущее, 2 карты, нечего добавить. Не рискуйте собой, правда, на кону ваше солнце. Смотрите как, старший аркан солнце, и словно по судьбе. И 3 жезлов – это карта будущего. Нечего добавить. Единственное, что вот обратите внимание, мы идем все-таки вперед. Мы не должны застрять, словно в прошлом. И как и на 2 пентаклей, так и на 3 жезлов на заднем плане корабль, один из символов Меркурия. Правильная работа с информацией. У кого-то с большим объемом информации, кому-то придется работать с большим количеством людей. Тогда примите во внимание, что планетарные транзиты действительно настолько сложные. И полнолуние, кстати, 15 числа, и вот эта конфигурация Луны и Урана, она у многих из нас или людей, нас окружающих, может вызвать не совсем адекватное поведение. Будьте милосердны к себе, будьте снисходительны к людям, потому что эмоции – это даже не есть то, что человек на самом деле думает. Но, может быть, как бы срывается он. Я не говорю, что это хорошо, но среди нас существуют люди, которые, увы, не управляют эмоциями. Поэтому не становиться жертвой чужих эмоций, потому что что-то у вас на кону очень важное стоит. По Меркурию тут действительно от чего-то либо не отказаться, может быть, это ваш собственный инсайт, когда вы для себя можете сделать что-то удивительно хорошее или запланировать. Ведь это карта 3 жезлов надежности и якоря. И наш человек, обратите внимание, он повернулся уже к прошлому спиной. И мы с вами еще до карт говорили, да, пространство меняется. Мы можем не верить в астрологию, в гороскопы, но это ведь подмечено тысячелетиями уже, то, о чем мы говорим, если по астрологии. И словно пространство тоже все равно, верим мы в это или нет. Какая-то история, она разворачивается сама по себе. Но
повернуться спиной к прошлому и именно уже смотреть в будущее, расширять свои горизонты, возможно, что-то изучать. Вот такая перезагрузка на какой-то новый маневр или на новый порядок жизни, на новый уклад. Это значит, нам придется себя, правда, организовывать и адаптировать, но на кону солнце. И у каждого с учетом верховного жреца просто проиграется своя сфера жизни. У кого-то и деньги, у кого-то ваши честолюбивые планы и амбиции, у кого-то и личная жизнь, как я сказала. Иногда король Пентаклей обозначает супругов. Третье событие. Отдаленное будущее. Правда, тут, смотрите, тройка идет. Вроде как вы знаете, куда вы идете или что вы оставили за своей спиной, что вы не хотите продолжать. Но после тройки идет двойка. Значит, смотрите, может быть, и мы сказали, период большой ретроградности, могут вернуться ситуации, вам на доработку, на пересмотр, и планетарно мы можем перезаключать договоры, именно пере с приставкой, переоформлять даже брачные договоры, контракты. Может быть, это и касается работы. Нам придется словно что-то взять доброе из прошлого, но лишь то, что нам в последующем пригодится. Или человек какой-то возвращается. Вот подобный реверанс, он может вам, вот как Плутон в Козероге, уже вроде бы вы готовы двигаться вперед. А здесь вот есть еще такое замешательство. Но, как мы говорили об Юпитере в Близнецах, он тоже ретроградный. Поэтому, мои дорогие, явно есть те темы или вопросы. Может быть, это будет связано с регламентом. Банально, документ нужно подождать, пока он будет готов. Неделю, 7 дней, 2-3 недели. И этот процесс мы не ускорим. Поэтому карта говорит, будь мудр, стрелец. В чем риск? Давайте узнаем. Ничего не делать. Уставиться в одном направлении. Вот правда, смотреть в одном направлении. Так и называется эта карта. И у нас в верхнем правом углу знак рака, астрологический символ. И это когда мы словно хотим заползти куда-то подальше, так вот абстрагироваться от реальности и просто занять выжидательную позицию. И совершенно однозначно, говорит карта, в этом будет риск. Значит, медленно продвигаться. Это не значит остановиться или выжидать, когда что-то организуется само. Если это касается конкретных дел, регламента, как я привела пример, документы, да, то тогда, да, мы понимаем, что, ну, тут мы на это не влияем. Но сказать, что это бездействие, по сути дела. Или, с другой стороны, если мы сказали, смотрим только в одном направлении и не видим, что вокруг происходит. Вот эти 3 кубка прекрасных стоят. А это уже где-то чаша, она уже была. Или это то, что, может быть, мы всегда хотели. И если это принадлежит к вашей цели, намерению, ну, тогда надо попробовать так, план минимум, план максимум, для того, чтобы для себя высветить, а жизнеспособен ли мой проект. А может быть, мне нужно какую-то альтернативу смотреть. Вот именно альтернативу вам нужно будет увидеть, мои дорогие стрельцы. И что, от чего вы откажетесь? Ну вот все то, что я долгое время говорила, аркан повешенный, какое-то погружение, безусловно, идет по этой карте. И по этой карте, когда мы действительно можем сделать паузу для того, чтобы увидеть какую-то проблему, тему с другого ракурса. Ведь повешенный всегда олицетворяет человека, который сам взял какой-то, может быть, короткий период обдумать. Но это не должно затянуться. Это не должно быть каким-то зависимым состоянием, мои дорогие. Может быть, кто-то из вас образ жизни будет менять, кстати, вполне вероятно. Или вы определяетесь по части ваших последующих достижений. И что символично? Знак Нептуна. А Нептун у нас тоже в ретро-движении. И где-то к середине ноября, как раз в ретро-движении Нептун, он когда в прямом, он нам какой-то мути неопределенности больше добавляет. Но здесь это ретро-движение, когда у нас будет и важное решение, и у нас будет достаточно решимости, мои дорогие. Поэтому вот от чего вы откажетесь? Может быть, от тех отношений, которые до бесконечности стоят на паузе. Может быть, это какая-то история, когда вам что-то обещали, а обещанное так и не приходит.
Поэтому, если мы говорим о погружении, и у нас буква иврита мем «вода», то есть мы не должны застрять, иначе чрезмерное погружение мы можем словно окунуться или дойти ближе к дну. Вот обе карты словно одна другую дополняет, или вы как раз можете расставить все по местам и закончить период длительного ожидания. И, кстати, у кого-то, если вы один или одна, прекратить свое одиночество, вы многое здесь пересмотрите. Может быть, от этого и будет зависеть ваши планы на последующий период, когда вы поставите для себя задачу номер один – быть счастливым. А быть счастливым – это все сферы жизни, сбалансировать. Но это всегда начинается с того, что мы меняем себя. И вот об этом нам как раз в чем риск, когда мы ничего не меняем. Продумайте об этом, тут у каждого по-своему. Что скрыто? Что-то неизбежно заканчивается. И, безусловно, Плутон и где-то и Уран пытаются перестроить нашу жизнь. И, может быть, что-то даже нам дорого любимо. Но либо событие уже произошло, а мы сидим до сих пор, переживаем и горюем, но мы себе не помогаем. Тут да, примите во внимание те энергии, которые будут существовать в ноябре месяце. Они нас как раз и призывают быть гибче. И, возможно, то, что для нас было как барьером или какими-то рамками, вот выйти за пределы возможного и правда проявить себя. 13-й аркан. Что скрыто? Это, я надеюсь, все правильно понимают, это не про смерть, это о трансформации. И все то, что я говорила и о новых изучениях или новых науках, но приобретении новых навыков, или когда вы более легки на подъем, то, что будет вам где-то помогать, для вас нужно брать уже какие-то планы, строить как минимум на будущее. Может быть, как и планы минимум, так и планы максимум. У вас возможности. Как раз и планетарно это тоже, мои дорогие. Есть возможность, словно высшие силы вам помогают. Но и самому, понятно, нельзя оплошать. Старший аркан, у вас 2 старших аркана. Вот эта трансформация. А мы можем просидеть и думать, ну вот есть какой-то пункт. Я вот именно так хочу, чтобы оно было. А оно так вот не будет. Вы себя поставите на паузу. А тут отказаться от каких-то устаревших мнений, взглядов, суждений. Или, может быть, и образа жизни. Потому что что-то должно быть видоизменено. Что вам помогает? Второе солнце. Мне нечего добавить. Карта счастья. Карта удачи, безусловно. Карта прибыли. Карта возможностей. Мои дорогие стрельцы. Что помогает? Ваше солнце. Это правда. И я должна сказать, приготовьтесь к тому. Тут не время. Как вы устраивать себе глубокую философию. Или искать груши на вербе. Или просто ожидать. Или быть в каких-то иллюзиях. Почему? Потому что когда выпадает старший аркан Солнца, у вас будет активный период последующие 6 месяцев. И именно за эти 6 месяцев вам нужно будет с чем-то кардинально определиться. Именно это вам тоже помогает. Шикарные карты. Итог или совет. Собой не рисковать. Мы об этом говорили. 7 мечей. Не рискуйте своим имуществом. Когда вы подписываете документы, мы тоже говорили, будьте внимательны, прозорливы. Потому что, ну, условно, вам вот в этом будущем не должно быть тех фактов, когда в прошлом вы на что-то согласились, опять же, к примеру, подписали документ, а потом 1 на 1 можете остаться с какой-то проблемой. Карта вора так называют 7 мечей, и поэтому, безусловно, быть внимательным, не где-то экзальтировать, думая, что само разберется само, или надеяться на благородство людей. Вот я это тоже должна сказать. Наоборот, по 7 мечей забрать свое, есть даже такое. Это карта хитрости, изворотливости. И, может быть, есть у вас словно, знаете, как пороговое значение, 13-й аркан. Это время между прошлым и будущим. Вот для вас такой ноябрь. Для себя четко определить, что я могу взять в будущее или что действительно принадлежит мне. Но то, что, может быть, даже очень хотелось, но оно пробуксовывает, или оно не идет, или вы вынуждены с какой-то потерей, утратой, может быть, тут у каждого по-своему. Эта тема даже очень тяжела для вас, это как больная какая-то тема или нездоровая для вас.
но не застревать в прошлом. И для этого потребуется, как и мудрость, для этого потребуется где-то и мужество, потребуется и хитрость, и вера в собственные силы. На кону 2 карты Солнца и сама по себе карта будущего. У кого-то могут быть, знаете, вопросы, связанные с переездом. Либо поездка, или могут предложить работу с командировками. Или наоборот, вы сами будете искать удаленную работу, чтобы работать из любой точки мира. Потому что 2 корабля– это сам по себе символ перемен и будущего. Причем такого будущего, которое интересное и захватывающее. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.